Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами в Воронеже. С чем у вас ассоциируется Воронеж? Напишите в комментариях. Ну а мы поехали. Сначала небольшая историческая справка. Город располагается на одноименной речке, притоке Дона. Ну как речки? В данном месте это, конечно, река. Но такая полноводность в черте города сделана человеческими руками. То, что перед нами, это Воронежское водохранилище. Водохранилище было заполнено в 1972 году. Водохранилище было создано для обеспечения водой промышленных предприятий. Однако из-за ряда факторов, таких как небольшая глубина, слабые подземные источники и недостаточная очистка левого берега перед затоплением, вода в водохранилище стала непригодной для использования. Попытки очистить воду до приемлемого уровня оказались либо невозможными, либо экономически нецелесообразными. Сегодня водохранилище представляет собой обширное, но бесполезное, по сути, болото. Специалисты считают, что наиболее перспективным решением проблемы является укрепление берегов в проблемных зонах и углубление русла. Кое-где происходит намывы территории. А уровень водохранилища, или как его называют иногда Воронежского моря, поддерживается сооружениями гидроузла. Недалеко, в сквере Гидроузел, есть еще советский фонтан. Вероятно, может, иногда и работает. Кстати, дорога по дамбе соединяет левый и правый берег. А в самом Воронеже 3 автомобильных моста. Самый молодой и необычный, с претензией на оригинальность, Северный мост. Это двухуровневый мост. Был возведен в честь 400-летия Воронежа в 1985 году. Его длина составляет 1800 метров. И он соединяет железнодорожный район города в районе улицы Остужева с центральным районом у парка Динамо. По верхнему ярусу моста некогда ходил трамвай, в связи с чем в народе верхний ярус иногда называли тропой железных динозавров. Сейчас все трамвайные линии в городе ликвидированы. Какое-то напоминание о том, что в городе был трамвай, осталось только здесь. Мост был спроектирован с учетом постройки метро в Воронеже. Этим бредили в обкоме партии. Именно поэтому прообразом Северного моста стал метромост через Москву-реку в столичных Лужниках. А трамвай на мосту предполагался как временное решение. Но, как видно, трамвай убрали, а метро не построили. Вагресовский мост – самый южный мост в городе. Мост назван по находящейся рядом Воронежской ГРЭС – ВОГРЭС. Когда-то на месте моста существовала Кузнецкая переправа. В начале 30-х годах 20 века был возведен железнодорожный мост и дамба. Но во время войны мост был взорван, а новый был построен в 1954 году. Кстати, по этому мосту когда-то тоже ходил трамвай. Не знаю, насколько это актуально, но мост упоминался в творчестве воронежской группы «Сектор газа». На Вагресовском мосту церковь обокрали. И самый центральный и старый мост города – Чернавский. Свое название мост получил из-за чернавого, то есть красивого луга. Предположительно, мост был возведен в 1768 году, и тогда был деревянным. Бетонное сооружение появилось в начале 20 века. История Чернавского моста в Воронеже рассказывает о его многочисленных перестройках. Он был разрушен во время Великой Отечественной войны и почти заново отстроен только в 1959 году. Последняя реконструкция моста закончилась в 2009. Сейчас это достаточно современный мост. А если мы пройдем от Чернавского моста чуть ниже по течению, то мы выйдем к месту, где по воле Петра I развернулось кораблестроение. В 1696 году в этом районе появилась первая верфь. На этих верфях и зарождался новый российский флот. А 1696 год стал точкой отсчета для российского флота. К 300-летию российского флота в 1996 году была торжественно открыта Адмиралтейская площадь. В центре площади в том же году была установлена растральная колонна. Скромненькая такая. На шпиле колонны установлена астролябия. Прибор, который помогал морякам ориентироваться в море. Раньше-то спутниковой навигации не было. Кстати, на момент посещения Воронежа ее тоже не было в центре города. К 1996 году был также восстановлен Успенский Адмиралтейский храм. Это бывшая церковь Успенского монастыря, который был упразднен Петром I при строительстве в этом месте корабельных верфей. Церковь осталась и служила для освящения построенных кораблей. В 1940 году церковь была закрыта, и при заполнении Воронежского водохранилища возникла опасность ее подтопления и разрушения. В 90-х годах она была возвращена епархии и восстановлена.
1700 году на Воронежской верфи был спущен на воду 58-пушечный парусный линейный корабль, построенный по проекту Петра I «Гота Передестинация», что переводится как «Божье предвидение». Но корабль служил русскому флоту чуть более 10 лет, точнее сказать 11. После заключения Прудского договора был продан Османской империи. То, что мы видим здесь у причала, это, естественно, копия, торжественно открытая в 2014 году, но копия ходовая. Сейчас на борту корабля размещена экспозиция Воронежского краеведческого музея «История создания российского флота». Отсюда. А дальше за кораблем начинаются, так сказать, дикие места. Это намытый берег, как я и говорил ранее, это одна из мер для того, чтобы уменьшить заболоченность водохранилища. Сейчас эта территория благоустраивается, здесь открываются места для прогулок, занятий спортом и так далее. Железнодорожное сообщение появилось в Воронеже в конце 1867 года. Первая железная дорога пришла в город из Козлова. Ныне это город Мичуринск. Видео о нем есть у меня на канале, и ссылочка будет в описании. В феврале 1868 года открылось регулярное движение пассажирских поездов между Москвой и Воронежем. Первое здание вокзала было построено при открытии движения. В дальнейшем, в 1895 году, был построен новый большой вокзал. Во время оккупации Воронежа немцами то старое здание было взорвано. Современное здание возвели в 1954 году по проекту Скоржинского. Кстати, фигуры на здании вокзала до 1996 года были белыми и сделанными из бетона. Они были заменены на бронзовые, так как отслужили свой век и начали разрушаться. На этой станции останавливаются поезда с конечной станции Воронеж и проходят часть поездов с севера на юг и обратно. Но большинство поездов направлением из Москвы, Питера и других регионов, следующих на юг, идут через станцию Придача. Здесь в 2017 году был сдан в эксплуатацию вокзал Воронеж-Южный. Да. Так что, когда вы путешествуете из столиц на черноморские курорты, с большой вероятностью вы проедете через этот вокзал. Для самих же горожан расположение вокзала не очень удобное, поэтому в основной массе тут транзитное пассажирское движение. Вокзал расположен в левобережной части в какой-то же промышленной зоне. Сюда ходит только одна маршрутка. Собственно, в левобережном районе для нас не нашлось ничего интересного. Но вот только зацепили еще один монумент. Памятник Ил-2, который до сих пор считается самым массовым боевым самолетом за всю историю авиации. Этот летающий танк установлен у ворот Воронежского авиационного завода. Именно здесь спроектированный КБ Ильюшина штурмовик и начали производить в феврале 1941 года, до эвакуации завода в конце 1941 в Самару. Но самое главное, что это не какой-то макет или новодел. Данный экземпляр был поднят из пруда в Белгородской области, где в 1943 году проходили южные рубежи Курской дуги. Именно этот экземпляр был произведен в 1941 году еще на Воронежском авиазаводе. О том, как поднимали этот самолет, есть советский документальный короткометражный фильм. Ссылочку оставлю в описании. Вернемся к вокзалу Воронеж-1. Здесь на площади перед вокзалом установлен памятник дважды Герою Советского Союза генералу армии Ивану Даниловичу Черняховскому, руководившими боями за освобождение Воронежа. Собственно, площадь перед вокзалом и названа его именем. Сам памятник в 1991 году усилиями воронежцев был перевезен из Вильнюса, где был изначально установлен и находился под угрозой уничтожения в момент разгара антисоветских настроений. Вот эти полукруглые здания, окромляющие площадь, были одними из первых возведены в разрушенном городе пленными немецкими солдатами вскоре после окончания Великой Отечественной войны. От площади Черняховского начинается самая короткая улица в Воронеже – улица Мира. Улица образовалась после перепланировки города во время послевоенного восстановления. Улица проложена и застроена в 50-х годах прошлого века. Дома по улице образуют единый архитектурный ансамбль вместе с монументальной застройкой площади Черняховского. Они не имеют промежутков, построены единым комплексом, а вход во дворы осуществляется через арки.
улица Мира выводит нас к монументу «Слава советской науки». Монумент установлен в 60-х годах прошлого века. Кстати, Воронежский памятник науки единственный в мире, а за его схожесть с молекулой ДНК в Воронеже часто называют его просто молекулой. Все-таки парадная сталинская архитектура шедевральна. Здание на заднем плане просто жилой дом на 100 квартир. Красотища! В 2009 году в Первомайском саду был открыт Благовещенский кафедральный собор. Это не восстановление. Никакого храма раньше на этом месте никогда не было. Просто взяли и построили новый собор в парке. Первомайский сад, парк, был переименован в советское время, а изначально это было городским садом. И был он открыт в 1850 году. В саду были ресторан, летний театр на 600 мест, кегельбаны и бильярдный зал, ротонда для духового оркестра. Во время Великой Отечественной войны сад сильно пострадал от бомбардировок. Разрушенный кирпичный забор был заменен металлической оградой, сделанной в 1950 году. В центре сада был установлен цирк Шапито. А теперь вот так. В 2001 году состоялось открытие памятника ликвидаторам Чернобыльской катастрофы. – 23 мая 2003 года в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры была открыта монументальная композиция святителю Митрофану Воронежскому. В августе 1941 года на территории сада было собрано первое народное ополчение города в количестве 3345 человек, из них 3045 коммунисты. С декабря 1942 года полк сражался под Сталинградом, освобождал Воронежскую область, затем Донбасс и Запорожье, форсировал Днепр и штурмовал Будапешт весной 1945 года. Памятник Воронежскому добровольческому коммунистическому полку был установлен в Первомайском саду в 1975 году. Напротив возведен памятник детям-узникам фашистских концлагерей. По данным Воронежской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, во время оккупации в Воронежской области от рук фашистов погибло более 1095 детей, угнано за пределы региона 1670 человек. Еще раз полюбуемся примером сталинской архитектуры. Это здание управления Юго-Восточной железной дороги. Напротив этого здания находится Петровский сквер, который был разбит почти 200 лет назад, в 1830 году. В 1860 году здесь появился первый в Воронеже памятник императору Петру Великому. С этого времени за сквером закрепилось название Петровский. Революционные преобразования 17-го обошли сквер стороной. Памятник императору уцелел, но пережить Великую Отечественную войну ему не удалось. Скульптура чудом сохранилась во время сильнейших бомбежек. Однако в освобожденном после оккупации городе памятника Петру Первому не было. Предполагают, что бронзовый монумент был отправлен оккупантами на переплавку. Памятник восстановили в 1956 году с максимальным сохранением прежних деталей. Парк Орленок. Детский парк на этом месте появился в 1954 году. Этот величественный портал с колоннадой, думаю, остался с того времени. Архитектурная стилистика говорит нам о сталинской эпохе. Сразу у входа нас встречает скульптура мальчика-орленка. Памятник появился в парке в 1974 году и дал ему нынешнее название. Сейчас парк Орленок является популярным местом отдыха детей и молодежи. Но до революции здесь располагался плац Михайловского кадетского корпуса. В 1918 году власти назвали это место площадью Третьего интернационала, и она стала главной в городе. А через год здесь появились братские могилы, которые положили начало воинскому некрополю. Некрополь занимал значительную часть площади, доходил до места, где сейчас стоят колонны главного входа в парк. Некрополь сохранился, отреставрирован. Здесь нашли свой покой 45 павших или умерших солдат во время гражданской войны в 1919 году и 3 погибших во время Великой Отечественной войны. Здесь также находится могила Михаила Емельяновича Войцеховского. Это первый командир Воронежского добровольческого коммунистического полка. Но его боевой путь был прерван в феврале 1942 года. В 1921 году после очередной реконструкции в парке обновили фонтан. Точнее, построили новый, точную копию старого. Также в парке сооружен мост влюбленных. Не знаю, таскают ли через него молодожены друг друга.
Помните, я упомянул про Шапито в Первомайском саду? Так вот, Шапито там просуществовал до 1972 года, после чего переехал в здание, специально построенное для цирка. К сожалению, на момент съемки здание на реконструкции, поэтому смотрим на него через забор. Сам цирк построен на месте Митрофановского кладбища. Частью этого кладбища был литературный некрополь, который сейчас располагается рядом с цирком. Здесь находятся могилы поэта Алексея Васильевича Кольцова и его родственников, поэта Ивана Савича Никитина и писательницы Елизаветы Митрофановны Милицыной. Переместимся на самую центральную площадь Воронежа. Естественно, это площадь Ленина. В центре площади установлен памятник Ленину работы архитектора Николая Васильевича Томского. На этом месте он установлен в 1967 году. До этого он был ближе к краю площади. Архитектурный ансамбль площади был создан в 1950-е годы по проекту советских архитекторов, как часть плана по восстановлению Воронежа после разрушительных событий Великой Отечественной войны. В этот комплекс входит Дом Советов, ныне здесь располагается правительство Воронежской области, областная научная библиотека имени Никитина, театр оперы и балета, а также административные здания, культурные и образовательные учреждения и жилые дома. В старину здесь продавали лошадей, поэтому место называли Конная площадь. Затем, когда торговлю лошадьми перенесли на окраину, данное место стало называться Староконной площадью. Да, они такие были, МБТ, по-моему, троллейбусы назывались, с такой мордой. Прям старинные, одни из первых. Троллейбусы, конечно же, назывались ЯТБ, но это тема для другого видео. В 1935 году эта площадь было решено сделать главной площадью города, и в 1937 году она получила свое новое название и стала именоваться площадью 20-летия октября. Здание обкома было возведено в 1938 году, а в 1940 году перед обкомом был установлен памятник Ленину. Во время оккупации немецкие войска взорвали здание обкома, а памятник Ленину был вывезен на переплавку. В 1950 году скульптор Томский создал копию того, первого памятника, а в 1956 году площадь получила свое нынешнее название. Кстати, про памятники Ленину, чтобы далеко не ходить, как говорится, доехал не до всех, но все же. Один из таинственных памятников Ленину, хотя и достаточно типовой, находится на территории детской областной клинической больницы на улице 45-й стрелковой дивизии. Почему самый таинственный? Ну так автор неизвестен, точный год установки неизвестен. Известно, что появился он здесь в начале 70-х. Еще один из необычных памятников Ленину, точнее необычен постамент, целое здание. Это самый старый памятник, установлен на фасаде главного корпуса Воронежского государственного аграрного университета в 1933 году, и скульптура смогла пережить войну. В этом районе шли ожесточенные бои. Почти весь университетский городок был разрушен, но благодаря массивным стенам в главном корпусе уцелела центральная часть здания, на фасаде которой и выстояла фигура Ленина. Кстати, это еще и самый маленький памятник Ленину в Воронеже. Вернемся на площадь Ленина. Это ромбабы. Зайдем за Дом правительства. Здесь разбит сквер Платонова, в котором 16 сентября 2017 года открыт бюст уроженцу Воронежа Виталию Ивановичу Воротникову. Это советский государственный деятель. Также в этом сквере расположен лечебный стул от жлобства. По задумке авторов, каждый посидевший на стуле должен получить заряд положительной энергии. А в сквере рядом с театром оперы и балета 6 июня 1999 года был открыт памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Открытие было приурочено к 200-летию со дня рождения поэта. А еще с одной стороны площади Ленина разбит Кольцовский сквер. Точнее, фактически он тоже находится на площади Ленина. В этом сквере 27 октября 1868 года состоялось открытие памятника Кольцову. Памятник был изготовлен из белого каррарского мрамора. Инициатором установки скульптуры выступила родная сестра поэта. Она же организовала сбор пожертвований, а средства на возведение памятника собирались по подписке. Во время оккупации в ходе боевых действий памятник не пострадал.
Но вокруг памятника в сквере немцы устроили кладбище. В сквере также есть фонтан, светомузыкальный, но по будням он не работает. Зато голубям хорошо, ходят вон, купаются. Пройдя через сквер, мы попадаем на проспект Революции. Это центральная улица города. До революции носила название Большая Дворянская. Здесь, на площади Никитина, располагается Государственный академический театр драмы имени Кольцова. Давайте полюбуемся этим зданием. После последней масштабной реставрации театр оснащен по последнему слову техники. И прогуляемся по улице Маркса. Пройдемся в сторону набережной Воронежа. Вот так идешь, а тут бац и замоташка. Это, кстати, памятник Есенину, установленный в 2006 году. А в пленке он, потому что, как я выяснил, на момент съемки делали слепок для создания копии памятника. Бронзовую скульптуру покрыли силиконовым составом, и после того, как он высохнет, у скульптора будет форма для создания копии. А сейчас идет процесс высыхания состава. Идем дальше, и тут как будто кусочек Петербурга с выходом на набережную какой-то речки. Нет, ну действительно же создается такое впечатление, что сейчас подойдем к ограде, а там вода. Но это обман. Так оформлена развязка двухуровневая, которая, кстати, была возведена еще в 1826 году, а мост, который на этой развязке, называется Каменный и является одним из туристических символов Воронежа. Вернемся на площадь Никитина. Площадь получила свое имя в честь русского поэта Ивана Саввича Никитина в 1918 году, а сам памятник поэту был первоначально установлен здесь в 1911, но не на этом месте, где он сейчас. В 1933 памятник был решено перенести в Кольцовский сквер, но уже через 40 лет он был возвращен почти на старое место и установлен там, где он сейчас. Всего чуть-чуть задвинули в сторону пешеходной улицы Карла Маркса, которая здесь уже принимает форму бульвара и, соответственно, является прям туристическим местом. Тут можно приобрести сувениры. Чуть дальше на бульваре в 2009 году открыли памятник Высоцкому. Интересно, что Владимир Высоцкий никогда не был в Воронеже и никак с ним не связан. Но памятник изготовили на деньги мецената. Также на пешеходной части Карла Маркса есть небольшой скверик с памятником Маршаку. Памятник был открыт в 2015 году. Это первый в мире памятник поэту. Из сквера Маршака можно попасть во двор Воронежского театра кукол Шут. Здесь на столбах установлены скульптуры по мотивам сказок: «Золотой петушок», о Попей и работнике его балде, о рыбаке и рыбке. Театр кукол в Воронеже был основан в 1925 году, а вот это здание театр получил в 1984. Кстати, за уникальное архитектурное и скульптурное решение, аналогов которым до сих пор нет в России и за рубежом, коллектив авторов получил государственную премию. В день города, 5 сентября 1998 года, перед театром установлена скульптура «Белый бим, черное ухо» главного героя одноименной повести воронежского писателя Гавриила Николаевича Троепольского.
Здание Дома офицеров было построено в 1875 году для Мариинской женской гимназии. После 1917 года здесь размещалась трудовая школа. В 20-е – педагогический факультет университета, потом педагогический техникум. Частично разрушенное в годы войны здание было восстановлено в 40-е годы и обогатилось входным портиком. Памятник Пятницкому был открыт 17 сентября 1988 года. Известный российский фольклорист, основатель народного хора имени Пятницкого, родился в Воронежской области. Во второй половине XIX века собрал первый народный хор из местных крестьян, который впоследствии стал известен по всей России. А вы видели когда-нибудь маникюр у вороны? В Воронеже такая есть и является частью скульптурной композиции «Котенок с улицы Лизюкова». Как вы помните, это персонаж известного мультфильма, сделавший эту улицу знаменитой на весь Союз. Он увековечен в памятнике возле бывшего кинотеатра «Мир» на улице генерала Лизюкова. Скульптура была открыта 5 декабря 2003 года. Чтобы меня все боялись. Могу помочь. Ой. В июне 1930 года во время ночного полета в районе Харькова разбился самолет ТБ-1 вместе с командованием 11-й бригады. Одной из причин катастрофы называлось недостаточное владение навыками использования парашютов у находящихся на борту. 3 июля 1930 года главный комиссар военно-воздушных сил издал приказ, согласно которому нужно было организовать первый учебно-тренировочный сбор по прыжкам с парашютом на базе 53-й эскадрильи в Воронеже. Задача была успешно выполнена 26 июля 1930 года. Именно этот день принято считать днем рождения советского парашютного спорта. По заданию Ворошилова 29 июля были проведены повторные учебно-тренировочные прыжки. 31 июля завершилась подготовка к десантной операции. 2 августа 1930 года в 2 километрах от Воронежа был десантирован первый советский военно-воздушный десант, состоявший из 12 человек. Этот день отмечается как день рождения воздушно-десантных войск России, а Воронеж стал родиной ВДВ. Памятник установлен на месте высадки первого десанта. Вот таким мы увидели Воронеж. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если не понравилось, напишите комментарий. И до новых встреч. Увидимся в следующем городе.